Привет, ты на канале Blender Просто, и сегодня я покажу, как я делаю ручную ретопологию на примере нашего бюста. То есть по факту мы получим из этого вот это. Также не забудь влепить лайкосик и обязательно подписаться, если тебе интересна тематика моделирования. Ну что, приступим. В общем, работать мы будем на уже знакомом нам бюсте. Нам понадобится два аддона. Первый аддон это B-Surfaces, он бесплатный, и второй будет F2 называться. Что они делают, я расскажу в процессе. Также нам может понадобиться аддон, уже, наверное, знакомый большинству, это Loop Tools. Он одноименный, ровно так же называется, его легко найти. Тоже бесплатный. Где у нас будут все это расположено? На клавишу N нажимаем, и здесь вкладочка Edit. Здесь будет расположен наш B-Surfaces. Это аддон, с который как раз нам и будет помогать выстраивать новую топологию для нашей модели. Здесь такие у меня настройки. Я offset ставлю 0,02, о, как вовремя попал. Здесь ставлю галочку In Front для того, чтобы видеть нашу сетку перед нашей моделью. И жмем при выделенной модели и Initialize. У нас здесь что появилось? У нас сразу предлагает нам аннотацию. То есть рисовать вот такими вот штучками. Прикольная вещь, очень сильно помогает. Но вот что поможет тебе, если ты совсем начинающий. Я подготовил для тебя определенные гайдлайны, по которым лично я предпочитаю рисовать топологию новую. Опять же, эти гайдлайны, они относительные. Их просто в какой-то момент запоминаешь, когда уже напрактиковался, и по ним работаешь абсолютно со всеми разными моделями, которые имеют более-менее гуманоидный вид. То есть глаза, нос, уши, рот, подбородки и так далее, и какие-то там особые приметы, величины. То есть там уже маячки на рогах ставишь, если это рога, шевелюра какая-нибудь или огромная голова. В общем, сам разберешься, это на вкус и цвет, фломастеры разные. Так, начинаем. Так, инициализировались. Да. Итак, когда у нас все настроено, нажимаем Add Annotation и начинаем добавлять нашу лесенку. Идем постепенно и равными шагами. Направление рисования этой каждой ступеньки должно быть строго в том же самом направлении, потому что мы не хотим, чтобы наша лестница извернулась в восьмерку. Думаю, это понятно, на практике можешь это проверить. Сейчас же я покажу, что нам нужен офсет. 0,003, наверное, будет достаточно для начала, хотя мы сделаем чуть-чуть больше, для того, чтобы видеть разницу, куда мы сдвигаем. Так, переключу я этот режим, чтобы видеть разницу, куда мы вообще сдвигаем это все дело. Итак, у нас здесь нарисована одна половина нашей маски. По нашему данному гайдлайну. Чтобы сделать ее зеркальной, мы добавляем вот этой кнопочкой все модификаторы. Но нам не нужны все модификаторы, и мы, заглянув, что это за модификаторы такие, отключаем ненужные, такие как Solidify и Subdivision. На данный момент они нам вообще ничем не помогут. Включаем опять наш режим селектора и так, сюда переходим. Нам нужно все это дело свести к центру, для того, чтобы у нас mirror начинал работать адекватно. Сейчас мы не сильно будем задачиваться по поводу детализации. Мы накидываем самую простую топологию, простую сетку на наши гайдлайны, вот эти.
стараемся делать это равномерно и примерно по ним. В принципе, не критично, если ты чуть-чуть промахнешься, суть останется той же, нам нужно примерно в таком же духе все сделать, все вот эти линии. Важная пометка, все это должно быть квадами, и через них должен проходить луп. В этом основная идея. Поэтому вот что мы делаем. Сейчас я делаю это на E, обычный экструд. Кстати, да, нужно включить наш скринкаст, чтобы он нам помогал. Возвращаемся обратно в нашу. Ну, давай на самом деле закроем ее, чтобы она нам немножко не мешала. Я буду рассказывать, что я нажимаю и как. Почему не вот это способ, который нам предоставляет F2, например, зажать Ctrl и прожимать сразу правый клик. Мы могли бы кликать так дальше и продолжать строить нашу сетку. Почему нет? Ты, наверное, уже заметил, вот как она строится. Поэтому все, что вблизи миррора, мы делаем на E и выстраиваем таким способом. Здесь то, что я сделал, это демонстрация. Нам нужно придерживаться гайдлайна, поэтому мы первым делом доходим до него и выходим на его ширину. Если мы через Shift зажмем наш Edge вместе с нашим вертексом, то у нас будет возможность выделять их вместе. Для этого, отходя в сторону от миррора, мы уже можем использовать наш аддон F2 с нашим кликом удобным. Это Ctrl зажатый, клик, size для того, чтобы сменить величину. И все эти шаги мы делаем с оглядкой на соседку. Это вот этот гайдлайн. Мы делаем примерно такие же шаги. Стараемся, по крайней мере, делать такие же. Никуда не торопимся. Добавлять топологии не надо, хоть и хочется иногда. Мы сейчас должны все сделать максимально просто, но при этом выдержать правила гайдлайна. Позже будет понятно, для чего это. Здесь не боимся чуть-чуть добавить именно квадратных шагов, потому что чем ближе к рту и к глазам, тем больше детализации нам понадобится. Там у нас очень много разных изгибов, и их придется повторять. Там, где нос, тоже много изгибов, но мы к нему относимся немножко посредственно по сравнению, чем к глазам и рту, поскольку носы очень редко анимируют, и мы навряд ли это будем делать. Поэтому мы не обращаем внимания на нос и можем его делать как статичный объект, то есть нам нужно будет его просто обойти. Здесь место такое, мы сразу разбиваем его примерно на две линии. Позже будет понятно, о чем я говорю, но мы сразу делаем закладку такую в логику. Итак, дальше. Дальше мы продолжаем этот луп. Обращаем внимание на шаги и величину этих шагов, мимо которых мы будем проходить. Делаем ровно так же. Стараемся выдерживать такую же величину, быть может чуть-чуть больше, зная, что у нас квады будут увеличиваться в зависимости от того, как мы отходим от детализированного места, то есть от глаза, и приходим к месту недетализированному, точнее менее детализированному. И повторяем все до конца. Да, мы можем сразу же выставить ширину нашего гайдлайна. Также, придерживаясь наших гайдлайнов, вот тут у нас линия проходит, мы выставляем наш один из лупов туда. Здесь добавим, так и быть, чтобы у нас более-менее лаконично проходила сетка. Итак, теперь мы займемся губами. Губы таким же способом идем
главное у нас вот там, где линии я начертил черненьким или какие-то пересечения, это места стратегической важности. Здесь у нас будут образовываться углы, которые необходимо выдержать. И когда мы снижаем нашу топологию, либо оставляем такой, какая она есть, эти углы должны быть ярко выражены. То есть низ должен быть внизу, верх наверху, угол должен торчать, а впадина должна впадать внутрь. Я думаю, это понятно. Так, здесь у нас достаточно сложное место. Здесь нужно делать уголок. Что я имею в виду? Я имею в виду, что нужно сделать вот так. Ой. Когда делаешь шаг, место, откуда ты шаг сделал с помощью Ctrl и правый клик, он может сдвинуть тот вертекс, с которого шагал. Вот, поэтому нужно быть аккуратней. Здесь снова придерживаемся шага нашего соседа. У нас получилось более-менее. Почему я сейчас не выравниваю саму сетку? Потому что мы сделаем это в самом конце. Я покажу, как легким способом и достаточно удобно выровнять сетку, с которой мы работаем сейчас. Она будет гладкой, аккуратной и в целом будет выглядеть изящно. Так, здесь мы должны выйти на наш подбородок. Здесь тоже у нас будет, скорее всего, 2 линии, а то и 3 в один момент. Поэтому здесь не боимся чуть-чуть детализации добавить. Но этот шаг мы все-таки сделаем грубым и смелым. Потому что, если что, мы всегда сможем добавить луп через него. Опять же, придерживаемся логи соседа. И теперь придерживаемся логики другого соседа, которого видим дальше от себя. Здесь чуть-чуть добавляем топологии, чтобы показать разворот. И уже выходим на величину шага. Он у нас, конечно, немножко съехал. Давай попробуем сделать так. Вот так. Здесь выравниваемся с шагом. И продолжаем идти. На гайдлайн выставляем наш шаг. Ну, вроде бы так равномерно попали. И продолжаем до центра, который будет уже отражать нашу вторую половину головы. Так, вставляем нужную ширину. Сейчас у нас идут подготовительные работы, поэтому мы не думаем сейчас про детализацию. Здесь прямо из этого поворота мы выведем нашу очередную константу в виде лупа. Прям то, что я нарисовал, может быть не совсем выгодно, но суть должна остаться сутью. Мы должны провести вот эти линии впритык к уху, но так, чтобы ухо само еще не формировалось этой линией. И аккуратненько так проходим вокруг него. Так, здесь добавляем. Видно, что нам нужно сюда что-то добавить. И добавляем вот сюда еще вот эту. Вставляем. Так, аккуратненько поправляем нашу сетку тут.
Так, стараемся не залезть на ухо. У нас вроде бы все нормально. И соединяем с этой частью. Так. Таких углов стараемся не допускать. Вот здесь мы будем добавлять, наверное, поперечин. Но на данный момент это подождет. Когда у нас э, все гайдлайны... у нас не все, у нас еще глаза остались. Так, с глазами мы поступаем так же, как в самом начале мы делали с помощью аннотации. Да, глаза требуют большей топологии, более плотной сетки, поэтому стараемся делать так. Во-вторых, если мы хотим, чтобы у нас все зациклилось, мы ставим флажок Cyclic Cross. Add Surface нажимаем. Вот у нас все добавилось. Так, сейчас мы расставляем более-менее адекватное. Помним про то, что у нас уголки должны быть уголками. Мы их делаем, эти уголки, таким образом. Вставляем все на свои места. Выдерживаем направление, чтобы самому приятнее было смотреть на такую сетку. Так, уголки. Уголки у нас вот тут. Возможно, с ними будут немножко проблем, но это будет после, поэтому мы сейчас об этом не думаем. Так, когда гайдлайны все выставлены, нам нужно понять, как мы будем их соединять. Во-первых, есть две самые детализированные вещи, наверное, на всем лице. Это не рот совсем, это глаза и ухо. Ухо, наверное, лидирует в этой номинации, поскольку зависит от его размера, во-первых, во-вторых, от его детализации. Вот здесь у нас очень такая глубокая ушная раковина, и по идее мы можем делать двух видов топологию внутри. Первую — это абсолютная детализация, то есть мы повторяем полностью всю форму. А вторая — это щадящая такая форма, которая будет, скажем так, э, расположена к запеканию текстур на ней. То есть мы будем избегать некоторых глубин, но располагать топологию таким образом, чтобы эти глубины можно было запечь с помощью карт нормали и так далее. Так, Cyclic Cross мы отключаем. От греха подальше. Вообще спрячем это все. Так, здесь нам нужно расставить все-таки. У нас здесь требуется еще одна поперечина. Так, здесь тоже немножко приберем. Так, что нам нужно сделать здесь? Во-первых, мы должны отойти от уха одной полоской, потому что если у нас здесь будет какая-то детализация, слишком много, то все эти лупы, они будут выходить в сторону лица. Нам может это пригодиться, а может и совсем не пригождаться. Поэтому нам нужно иметь запас хода здесь для того, чтобы в этой полосе, если что, сузить нашу топологию и сюда лупы не приводить. Скажем, замкнуть их или соединить где-то до вот этого, до вот этого гайдлайна. Потому что он здесь нам нужен для детализации, и чтобы эта детализация всегда работала именно в этом месте. Так, для этого мы выделяем вот этот вот вертекс, нажимаем F и можем вытягивать новый полигон.
Так, повторяем эту операцию. Сюда все-таки добавим один шаг, потому что, ну, определенно он здесь просился. Так, также, когда выделено у нас все вот это вот дело, Don F2 нам помогает делать так. Мы просто выделяем наш вот эту сторону, зная, что у нас здесь вертекс свободный, следующий и здесь. И мы можем их заполнить просто нажатием буквы F. Это очень удобно. Далее, касательно уха. Я хочу начать именно с него, поскольку оно чуть ли не самое сложное по части решения проблем. Оно у нас с загибом, но мы сейчас сделаем так. Мы просто выведем ее высоту. Вот, а сейчас с помощью F достроим ушную раковину по высоте. И закрыли. Теперь, когда у нас по высоте все уже более-менее стоит, мы можем добавить один луп, чтобы он показал искривление самого уха по пути нашей высоты. Ой, перевернул все. Так, в целом мы можем начать наше путешествие в зашитие уха вот с чего. Мы выбираем мочку отсюда и проводим как бы одну линию, но так, как нам было бы удобнее ее замкнуть. К примеру, если бы мы хотим определить вот эту линию как прямую, мы идем вот этим поясом параллельно этой прямой линии. И видим, что у нас тут топологии как бы ну не особо хватает. Значит, нам придется ее добавлять. Но мы не хотим этого. Поэтому мы поступаем таким образом. Мы как прямую линию начинаем принимать вот эту нашу окружность, которую мы сделали вокруг уха. И параллельно ей мы будем идти вот этой линией. И идти таким образом. Для того, чтобы нам не мешала остальная сетка, с ухом это будет чаще всего, мы инфронт этот отключаем. Так, здесь мы сделали один шаг. И вот он как бы закрывается. Мы, если что, в него сможем добавить еще один луп. Это не страшно. Но сперва мы должны закончить этот проход. И идем в шаг с нашей ушной раковиной. После этого поправим. Тут волноваться не стоит. И замыкаем ее, скажем, вот здесь, до того, как низкая топология пойдет. Расставляем все вертексы, вершины на места. Для удобства можно отключить Edge и включить только вертекс, только вершину. А теперь можем включить обратно наш Edge и на F целый ряд закрыть. Теперь, когда мы получаем, ставим луп, вот этот, он у нас выходит вот сюда и к голове. Скорее всего, нам эти лупы понадобятся, а здесь мы можем их даже потом закрыть. Именно потом, чтобы не трогать вот этот луп, который у нас guideline.
их мы оставляем квадратными всегда с поперечинами ровными. Здесь мы все-таки сейчас на данный момент добавим топологии. Так. А здесь распределим немножко. Здесь можем добавить луп, потому что он там прям просится. У нас ухо достаточно округленное, поэтому это не страшно. Не нужно бояться добавлять лишние топологии, лишние сетки. Во-первых, ее лишней здесь практически нету. Так, мы сюда добавим луп. И сюда добавим луп. Потом будем думать, как избавляться или сокращать это все дело. Но на данный момент сделаем так. И по своего рода спирали начинаем добавлять сетку. Опять же, мы делаем это с учетом той местности, по которой сама топология проходит. То есть, если есть изгиб, мы стараемся его показывать, этот изгиб. Если изгиба нет или деталей каких-то нет, мы можем использовать большой квад, уже складывать большой фракцией. Ой, здесь мы можем... хотя нет. Здесь не можем еще закрывать. Вот здесь мы должны в глубину пойти. Вот она, глубина. И здесь продолжаем эту глубину. Обязательно. Просто если мы сейчас... мы могли бы закрыть это все дело. Могли бы закрыть вот таким образом. Ой, пардон. Вот таким. И это было бы для запекания. Ну вот, подошло бы для запекания текстур, нормалей. Потом в последующем, конечно, разгладилась бы вся эта сетка. Она сейчас дико неравномерная. Но лично мне кажется, что сейчас нужно повторять форму. А форма у нас просит изгиба. Вот как раз. Пройти внутрь. Так, не выделилось. Вот, выделилось. И здесь у нас достаточно... Так, сейчас посмотрим. Но это большой слишком полигон. Мы вот так сделаем. Разобьем его. Здесь у нас пустоты большие. И здесь пустота. Мы ее забиваем. Хоп. Забили. Здесь у нас образовался достаточно острый угол. От него бы нам избавиться вот от этого угла и распределить получше нашу сетку. И закрыли. Вот мы с ухом исправились. Теперь у нас остается все остальное. Для того, чтобы здесь топологию порезать, мы, во-первых, включаем вертексы, чтобы не сдвинуть. Сверяемся, есть ли у нас Auto Merge включенный. Это вот эта настроечка, напоминаю. И также здесь дублируется Auto Merge, но называется он Automatic Join. Так. Суть вот в чем. Мы сейчас должны сдвинуть вот эти два вертекса. Double G нажимаем, сдвигаем сюда. И также берем еще два вертекса,
Double G и сдвигаем снова. Почему-то снэпается не туда. Вот сюда. А далее мы переходим в режим Edge и дисолвим этот Edge. Здесь мы повторяем то же самое. Можем делать это, кстати, Edge. Вот так вот сразу. Double G сюда. Проверяем, что у нас все это срослось дело. Отлично. И дисолвим этот. Важное примечание. Мы должны оставлять вот здесь наши гайдлайны абсолютно проходными для лупов. Это важные места стратегические. Они должны быть такими. Через них все должно проходить. Основных, других, в принципе, ограничений нет. Здесь мы проходим F, F, F. Ну, останавливаемся, потому что здесь объективно нам нужно что-то будет придумывать. Мы видим, что у нас здесь все сходится. Мы соединяем это все дело и соединяем также F, F. Вот здесь уже что-то не то. Вот что мы сделаем. Мы сейчас откатим это назад. Вот эту штуку мы сняли. Включаем вот это. Так, мне кажется, сюда нужно топологию добавить, да, луп. И тогда у нас более-менее, но не полностью, получается. Так, сюда, так, вот сюда добавим еще один луп. И теперь у нас все сходится, мы все зашиваем, кроме этого места. Добавляем сюда луп, мы прям видим, что он требуется. И видим следующую картину. Включим InFront. Все-таки, чтобы... нет, он не поможет нам. Мы вот что сделаем. Включим вот так. Мы видим, что у нас здесь квад, но он, скорее всего, этот квад, вот если мы его закроем, вот этот, то он утопится у нас здесь. Он у нас так или иначе потребует вот здесь луп, правильно? Мы этот луп можем поставить. А здесь можем зашить. Но он у нас снова потребует луп. Но мы здесь в любом случае этот луп будем делать. Поэтому сделаем здесь смело этот луп. И таким образом мы зашили здесь все в квадах. Прям идеально. На разницу вот эту пока можешь не смотреть, поскольку, ну, в величинах разницу я имею в виду, поскольку мы будем все это разглаживать, и в конечном итоге все это встанет на свои места. Так, снизу мы должны повторить наш финт. Но чтобы это было легче немножко, я вот здесь добавил луп, но мы его сейчас сотрем, чтобы мы могли вот таким вот образом соединить необходимые нам части. Здесь мы также видим, что у нас есть некая нестыковочка, но мы должны это организовать. Давай подумаем, как мы это можем сделать. Этот луп у нас более-менее на месте. И этот более-менее на месте. Давай мы будем танцевать именно от них. Зашиваем этот. Видим, что этот у нас чуть-чуть высоко. Если бы он был чуть-чуть ниже, скажем вот так, как и все его друзья, которые идут к уху, было бы немножко удобней. Так и сделаем. Хотя, честно говоря, сюда еще один луп просится. Именно сюда, потому что там сгиб был. Я думаю, ты заметил. Вот если без него вылезает наша модель, там стратегически важная штука для нашей формы. Поэтому мы добавляем сюда еще один луп. Немножко оттащим эту форму сюда, отсюда. Значит, у нас... Можем ли мы обойтись без этого лупа? Сейчас проверим. Нет, не можем. Поэтому
добавляем луп сюда. И видим, что у нас сейчас открылась возможность зашития здесь. Здесь тоже добавляем луп. И видим, что у нас, в принципе, здесь вырисовывается такая достаточно равномерная клетка. Это хорошо, потому что мы как бы можем продолжать. Но мы уже не можем продолжать, поскольку мы видим, что здесь уже расходится, здесь уже полигон длиной в две таких клетки. Мы уже добавляем наш э, луп. Здесь пока еще ничего не добавляем. Так. Ну а здесь с помощью F начинаем выстраивать и тянуть ближе к серединке. Потому что у нас здесь не детализированное место. И скорее всего оно не будет детализированным. Ну, здесь можно просто добавлять больший полигон. И зашиваем. Так, здесь мы все-таки пододвигаем чуть-чуть ближе. Видим, что у нас здесь вырисовывается. Проходимся также по низу. Ну, а здесь мы можем даже закрыть. Так, закрыть. Так, здесь мы полигон не хотим, наверное, еще один луп добавлять. Но здесь не так много разных лупов. Давай мы сделаем очевидное. Закроем этот квадрат и подумаем, что мы можем сделать с этим. С этим квадратом мы можем с этой стороной поступить вот так и закрыть этот. В целом нас это вполне устраивает, так как у нас щеки не детализированные от слова вообще, мы можем себе позволить сделать некое отступление и сделать здесь вот такую вот звездочку. Далее соединяем дальше голову. Так, у нас вот здесь очень сильно нуждается луп в лупе. И здесь. Это видно здесь. И мы соединяем этих ребят. Так, у нас они не соединяются. Мы их просто соединим вручную. Так, у нас там гайдлайн проходит где-то. Или мы его прошли? Да, он именно здесь. И мы его выдерживаем. Так, здесь мы видим, что нужна топология. Создаем эту топологию. Здесь то же самое. Так, нет, не то же самое. Тоже добавляем. Вот так. Так, сейчас мы попробуем это дело чуть-чуть подтащить сюда. Но у нас ничего особо не получится. Я думал, то, что этой сетки хватит, но ее не хватает. И мы здесь, скорее всего, будем добавлять луп. Вот почему я говорил, что эти лупы, проходы стратегически важны, поскольку через них проходит зацикленный луп. Это очень удобно, потому что они приводят нас туда, где они как бы нужны. Итак, соединяем дальше рот. Здесь мы можем добавить для удобства так. Здесь можем добавить для удобства так. И полностью зашить нижнюю часть рта.
Итак, сюда мы добавим еще одну топологию. Луп, точнее. Все время слово топология вылезает. Так, теперь мы должны отработать нос. Так, на Е вытягиваем все это дело. Сперва вытягиваем, потом формируем. Так, включу все-таки Edge и соединю здесь. Ой, а что это у нас за ошибки тут? Я что-то уцепил. Да, у нас здесь есть какой-то дезертир. Да, я его здесь вот уцепил и потащил за собой экструдом. Нам он не нужен. Так, сейчас смотрим, сколько нам необходимо. Нам вот это идеально подойдет. Количество поперечин. Так, теперь работаем с ноздрёй. Сразу форму ей дадим. Стараемся тоже тянуть ее наименьшим шагом, который можем. Ну, то есть не наименьшим величиной, а меньше шагов делаем. Здесь мы можем сделать вот что. Мы можем привести этот луп, скажем, к какому-то другому параллельно. Попробуем это сделать так. Так. Ой. И соединим его вот с этим. Мы своего рода создали сейчас очередной гайдлайн такой, которого будем придерживаться. Здесь мы соединим вот так. Пока не будем делать ему луп, потому что мы дальше еще ничего не построили. Будем думать. Так, здесь мы можем соединить вот так, чтобы не добавлять туда еще один луп. Но сюда придется добавить. И сюда у нас как раз изгиб носа. И вот почему я говорил то, что сюда пока не добавляем луп. Мы закроем эту часть. Сюда добавим луп. И здесь он как раз у нас сходится. Таким образом. Ой. Здесь закрываем. И закрываем эти два. Здесь распределяем. Почему торчат вот эти модели? Это из-за офсета. Просто чем он больше, тем меньше модель предыдущая выпирает. Но чего нужно? Ну, не нужно бояться, что она выпирает. Нужно бояться, что она выпирает неравномерно. Если мы делаем какую-то сверхдетализированную модель, достаточно того, чтобы эта форма выпирала из-под нашей новой сетки равномерно. Ну, именно равномерно выпирала. Если это так, это значит, что наша сетка примерно равна форме исходника. Так, здесь мы идем примерно как с ухом по кругу, выстраивая наши ноздри. Здесь пока останавливаемся. Потому что нам нужно сделать окружность вменяемую. Скорее всего, сюда мы будем добавлять еще
Один. Да, он там прям в кассу. Очень в тему. Так, в ноздри никто человеку особо не заглядывает, если мы запекаем текстуры. Однако сама форма, ну, как бы должна присутствовать. Поэтому стараемся ее повторять. Так, здесь уже начинаем разделять и замыкать. Здесь у нас очень много геометрии. Многовато. Так, ну попробуем отвести ее в сторону вот так, чтоб вообще уже в детализацию не впадать в сильную. Ну, сделаем так. Закроем таким образом. Так. Здесь нам немножко, для того, чтобы все вот это вот выровнять, можем попробовать. Я не знаю, как это сейчас получится. Ой, нужно выделять только мэш. Так, релакс. Мы более-менее... Хотя нет, нам это нафиг не нужно сейчас. Нужно понять, как это зашить. Мы придерживаемся квадратного такого расположения. Так, если нужно добавлять луп, смело добавляем. Не нужно сильно на этом экономить, потому что наша цель в первую очередь это заполнить модель квадами, выдерживая ее адекватную форму. Так, вот здесь уже нужно чуть-чуть поаккуратнее быть. Но у нас все сходится. Вот мы закрыли рот. Закрыли рот, забавно сказал. Так, дальше мы соединяем наши. Здесь мы все-таки добавим. Так, так думаю, в порядке вещей. Хотя я бы добавил и сюда. Сюда будем добавлять еще один луп, но пока с этим подождем. Опять же, не торопимся. Так, константные места это у нас вот эти. Вот так. И вот так. Мы даже можем добавить, чтобы сразу закрыть зону. Так, мы также можем сразу здесь подзакрыть. Снова отмечаем константные места. Это раз и два. Ставим минимум одну. Если что, мы добавим второй луп. Но пока один. Начинаем повторять нашу форму. Здесь у нас очевидно, что нужно было. Здесь тоже. Тут закрываем. И здесь закрываем. Здесь, на глаза совсем никогда не боимся добавлять сетку. Перечины, они там только в плюс. Потому что глаза это самая, наверное, мелкая, самая плотная сетка на любой ретоположированной модели. Здесь у нас немножко съехало, конечно, все. Вся эта эпопея. Поправим все это дело. Ладно, это последний, который мы зашиваем. Дальше нам нужно
продолжить по-другому. Мы можем попробовать иначе. Мы можем попробовать вот эти сдвинуть и смержить их вот с этим. Этот вот так. А вот этот dissolve сделать. Таким образом завернули его. Здесь у нас как будто лупа не хватало, вот здесь. Но сейчас мы его сдвинем немножко в сторону. За счет того, что мы этот луп замкнули здесь. А этот вытянем уже на середину. И вот получается у нас здесь такая ситуация. Сюда мы планировали добавлять луп. И мы это сделаем, но сперва мы продолжим то место, куда мы будем добавлять луп. Поскольку нам выгодно добавить луп сразу на... И здесь вот мы замыкаем вот с этой. Нет. Вот этот с этим. Да. Таким образом у нас получается луп зацикленный. А нам это и нужно. Хоп. Замыкаем его. И у нас здесь есть уже оболочка, которая может получить топологию дополнительную. Может ее убрать. Это очень хорошо. Здесь мы можем добавить еще один луп, здесь зашить. И все равно мы здесь получаем луп такой, который... Так, и здесь мы тогда зашиваем, и здесь зашиваем. Все идеально зашилось. У нас есть луп вокруг глаза, есть луп вокруг почти под бровями и вдоль носа и всей головы. Идеально все расположили. Теперь надо разобраться вот с этими ребятами. Так, у нас здесь проходит наша константная линия. Значит, мы этих троих ребят можем пробовать... как они не хотят. Можем пробовать соединить. А этого товарища мы дисолвим. Так, маска у нас остается в порядке. Зашитие здесь в порядке. Зашили. Здесь требуется топология, мы ее создаем. Зашиваем. Остается проблема здесь. А здесь у нас что? Здесь у нас непонятка. Здесь немножко нужно расположение поменять. И зашить. Такие вот пазлы. Так, сразу сделаем глаз, наверное, чтобы сюда особо не возвращаться. Это экструд S. И он как бы туда вытянется. Можем проконтролить это все вручную, но в целом он упрется в глазницу, если она и есть на исходной модели. Ну, лучше проконтролить, конечно. Так, вот здесь, когда мы работаем с мелкими деталями, во-первых, мы in-front включаем, чтобы видеть вертексы, которые туда западают. А во-вторых, нужно быть аккуратным с auto-merge функцией. Так, у нас уголок должен быть уголком. Таким образом. Ну, вот у нас более-менее что-то получилось. Итак, дальше у нас что на очереди? На очереди у нас рот. Рот делаем по такому же принципу, как и
глаз, но мы чуть-чуть вытягиваем, поскольку это у нас половина, и он здесь под миррором находится. Мы стягиваем в адекватной форме все это дело сперва вот сюда. Мы как будто закрываем рот опять. Только сейчас по-настоящему. Смыкаем губы. В общем, здесь очень близко друг к другу вертексы. Главное, чтобы они не сомкнулись. Сейчас, обращая внимание на соседей, мы смыкаем рот и ставим рядом вот вертексы таким образом. У нас это не выйдет, потому что снизу у нас топология не такая плотная, не плотная, точнее, а наверху плотная. Поэтому мы вот что делаем. Мы адекватно все это дело направляем и будем добавлять топологию там, где необходимо. Вот так, таким образом. Здесь добавили. Может быть, даже еще одну, но ладно, не будем добавлять еще одну. Вот здесь добавим. В принципе, это не принципиально, но для удобства это как бы хорошо. Хотя ладно, давай сделаем. И сейчас добавляем луп просто или два. Сюда добавим луп еще один. А здесь немножко протащим его так, вовнутрь. У нас здесь такой странный заворот получился, но да ладно. Так, все вроде тут на месте. Достаточно много сетки получилось. Сейчас она выглядит очень неаккуратно, но мы в последующем ее, естественно, исправим. Так, помним, что у нас здесь гайдлайн, который недотрога. И мы вокруг него сейчас выстроим сетку, которую мы будем иметь возможность сокращать. Поэтому выстраиваем. Она у нас очень такая плотная достаточно. Какое-то время на это потратить нужно. Так, что мы можем сделать здесь? Мы здесь по тому же принципу можем соединить... Ой, нет, не здесь. Мы здесь добавим луп. И получается, если гайдлайн у нас здесь проходит, то есть он первый. Второй — это место, где мы уже все нарушим и будут находиться повернутые э, квады. А третье место, где эта операция будет проходить. То есть получается, что мы берем вот тут, соединяем, берем этот, соединяем. А как edge уничтожаем его здесь. Таким образом мы снизили детализацию. То же самое можно сделать здесь. Дальше мы этого делать не будем. В этом особо нету необходимости. Итак, дальше закрываем голову. Так, на голове мы здесь это у нас раздвоенная линия саппорта. В принципе, у нас одна есть, две есть. Сейчас мы сделаем третью, и на ней мы уже начнем сокращать нашу сетку. Здесь мы будем работать с вертексами, чтобы не задеть уже эту нашу гайд-линию. Здесь только вертексы мы соединяем. Таким образом у нас остается лупы там, где надо.
Здесь по лицу то, что идет, оно пойдет только по лицу. Оно не пойдет на затылок больше, если мы что-то будем добавлять. В общем, это выигрышная позиция. К тому же это самое недетализированное место. И сейчас мы можем продолжать закрывать нашу голову. Так, мы можем сделать вот что. А, Для того, чтобы облегчить наше закрытие и понимать, что происходит, мы можем сразу провести с тем же примерно шагом. Вот у нас есть раз, два, три, четыре, пять, шесть квадов. Значит, мы можем сделать 6 шагов навстречу к нашему отражению. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. 6 у нас уже такой неадекватный получился. Вот, теперь считаем, сколько у нас здесь. Раз, два есть, да, шага. Мы можем психануть, конечно, и сделать раз, и соединить его сразу с нашим непонятным маленьким следующим шагом. Но это какая-то чушь получается. Да, нам, наверное, придется добавить все же немножко топологии здесь. Ну да, все ушло в глаза, и это как бы уже не страшно. Все это время ошибался в количестве, получается. Нет? Нет, не ошибался. У нас очень неравномерно все это дело. Мы сейчас должны это все разровнять более-менее. Заходим на территорию подбородка. Так, Е. И делаем все более-менее по логике вещей. Потому что у нас здесь нет никаких деталей особых. И мы стараемся избегать мелких деталей, я имею в виду, и рисуем большие плоскости. Здесь все в порядке. Здесь мы можем зашить, потому что здесь у нас будет проходить луп очередной. Мы его пока не будем делать. Э, Так, ну, как-то не очень зашивается он тут. Давай мы вот так сделаем. Вот так. Непонятно, почему он так. Так, у нас здесь двойной вертекс получился. Мы в центр все это дело мерджем.
О, и здесь. Надо же, как удачно мы встретились. Так, так, зашили. Идем дальше. Стараемся избегать здесь сужения топологии именно на вот этой. Ну, мы можем сделать вот как. Наверное, так и сделаем сейчас. Я проведу еще одну линию, в которой и будет проходить сужение. Ага, как я его собрался проводить, если это луп получается. Ладно, мы тогда используем этот луп для сужения. Но только часть этого лупа. Нам в любом случае это на руку. Так, и тут мы хоп, сузили, хоп, сузили. Так, здесь у нас получается 1. У нас в любом случае 2. Потом идет еще сужение. Да, нужно вот этот сузить с этим. И вот эти вот ребята между собой. Переходим в Edge и уничтожаем вот этих ребят. Плохо, что мы это на форме делаем. Это может быть потом заметно, но, надеюсь, это сглаживанием решится. Так, закрываем теперь эту сторону. Так, у нас вот эта мышца, она всегда проблемная, на нее нужно обращать внимание. Я этот гайдлайн нарисовал, а сам сейчас почти промахнулся. Так, дальше, я думаю, уже слишком очевидно, даже для начинающего. Это раз, два, три, 4 шага. И мы делаем их. Раз, два, три, 4. Здесь для легкости мы можем сделать так. Раз, два, три, 4. И делать таким образом. Раз, два, три. И соединили. Это 4-й шаг. То же самое дальше. 3 шага остается. Значит, раз, два. И соединили. Отключена эта настройка. Раз, два, три. Закрыли. Здесь мы раз и соединили. Здесь раз, два, закрыли. Раз, два, закрыли. Все ужасно неровно, все требует распределения. Сейчас этим и займемся, потому что в целом у нас же все буквально готово. Готово к тому, чтобы разглаживать все это дело. Приступим к этому. Переходим в режим скульптинга. Чтобы видеть название, открываем вот эту вкладочку. Выбираем Smooth, кисть сглаживания. Настройку у нее ставим достаточно маленькую, где-то, ну, вот где-то 0,2, может быть даже и меньше. Суть вот в чем. Что мы должны иметь в виду, что она делает. Во-первых, да, еще одна маленькая вещь. Мы вернемся в настройки моделинга и отключим наш AutoMerge, а здесь Automatic Join. Это обязательно, потому что иначе при разглаживании у нас может один вертекс наскочить на другой, и в конечном итоге у нас получится большая беда. Что сейчас будет? Так, у нас проблемка. Проблемка, Хьюстон. Ладно, это не такая проблемка. У нас слишком
большая плотная сетка здесь. Но мы сейчас это все исправим. Все расправим. В общем, это кисть. Ей нужно рисовать достаточно маленькой для того, чтобы попадать в нужные места по вертексам исключительно. Что она делает? Тут важно понимать, что она выравнивает между собой э, вертексы, она двигает вертексы, выравнивая маленькие квады по отношению к большим и большие по отношению к маленьким. То есть сам по себе алгоритм э, сглаживания подразумевает выравнивание одной позиции по отношению к другой. И получается, что если мы несколько раз будем трогать один и тот же вертекс, а рядом стоящий мы трогать не будем, получится таким образом, что мы сдвинем его. Вот наглядная демонстрация, как это происходит. Мы его сдвигаем дальше, чем основополагающая какая-то или константа другого вертекса, которого мы еще не трогали. А мы вот этот средний трогать не можем. Он очень маленький. Он в таком маленьком кваде, что если мы его сдвинем, он выйдет сразу за рамки рядом стоящего, которого мы поправить тоже не можем. Вот его соотношение к большому. Поэтому мы сперва большой начинаем дергать, потом маленький к нему приравниваем. То же самое делаем с другой стороны, как бы немножко выдергивая его из плотного такого соотношения. А потом только притрагиваемся к маленькому. Но я думаю, что этот вообще будет недотрога, как я и сказал. У нас здесь очень сильно плотная она. От величины, конечно, многое зависит. То есть мы сразу несколько... Ой, пардон, возвращаюсь. Мы сразу несколько вертексов трогаем, и они в основном будут расширяться. Вот, ну, по крайней мере, заметно так, что вот именно они расширяются. Большой кистью желательно трогать только большую сетку. То есть ту, которая уже более-менее устаканилась. Это вот такие вот звездочки, они вот как раз-таки устаканиваются таким способом. То есть более-менее расслабляется сетка, если так можно выразиться. Однако, если мы нарисуем на маленькой сетке, то мы получаем сразу несколько вертексов, которые выскакивают за пределы наших взвесей. И это, скажем, не очень такое, как и зрелище не очень приятное, что работа портится, так и результат у нас будет неблагоприятный. В остальном это, наверное, самый легкий способ, это мое личное мнение, самый легкий способ выравнивать сетку, расслаблять сетку на модели, которая использует shrink wrap. Обязательно запомни, его нужно использовать, потому что то, что мы сейчас выравниваем саму сетку и взвесь ее размеров выравнивается по отношению к соседу, это хорошо, но вторая главная деталь, которая происходит, это натягивание этой сетки на непосредственно на нашу модель исходную. Ой, все время на Г нажимаю вместо F, не глядя. Так, помимо этих вещей, о которых я рассказываю, есть еще одна. Легче всего происходит разглаживание правильное. Именно правильную сторону. Если идти по ходу лупа, который мы хотим выровнять. Вот если идти прям, то он выравнивается по своему пути. Вот таким образом. Это если маленькой кистью делать. Относительно маленькой. Если же большой, то нужны прям аккуратные такие дотрагивания. Если можно так. Тачи такие. Вот чуть-чуть буквально. Вот щеки это прям главная вещь, которую охота очень сильно выровнять, потому что у нас здесь есть много эджей, которые требуют распределения размера. Мы здесь поперек пошли и
О, у нас двойные эджи здесь появились. Ну-ка давай посмотрим на них. Ух ты, их много. А что они здесь делают? Так, вот что мы сделаем. Мы сейчас вернемся в моделинг и merge by distance. 9 вертексов у нас сошлись, да? Сейчас мы посмотрим. Нет, это точно не эти вертексы. Сейчас мы в скульптинге увидим момент. Вот. И сейчас, если мы это сделаем, 14. Должно быть это именно эти, ребята. Сейчас проверим. Да. Нет, не все сошлось. Надо еще. Угу. Это один, но что-то мне не верится. Давай-ка мы вот разгонимся до 5. Еще один. Близко к правде. Сейчас проверим. Да, здесь артефакт ушел. Итак, здесь мы что должны иметь в виду при выравнивании? Мы распределяем квады, их дистрибуцию. Мы ни в коем случае не должны придерживаться того мнения, что вот все должно быть прям закругленное, красивое и так далее. Э, Это, конечно, сопутствующие плюсы, но основная идея это такого выравнивания, это выровнять между собой размеры квадов и устаканить их на самой модели. То есть они должны расслабиться и лечь туда, куда надо. Потом могут быть проблемы, поэтому аккуратнее. А, Обычно я разравниваю то, что могу разровнять, а потом возвращаюсь к самой ретопологии и выравниваю все руками. Прям ставлю насильно на место. Здесь мы должны чуть-чуть подровнять. Вот. Не особо ровно у нас здесь идет. Это, наверное, вот то, что... Даже не наверное, это почти я уверен. То, что я сделал здесь уголки, не повторяй эту ошибку. Опустись ниже и сделай это здесь, где-нибудь на подбородке, на более ровном участке. Потому что здесь, на форме, вот эти квады, они могут быть видны и выпирать, особенно во время анимации. Это не очень хорошая штука. В общем, здесь я вообще бы по-другому немножко все делал, если бы анимировать планировал модель. Так, здесь мы берем уже крупную такую, крупнее кисть, размер имею в виду, и разравниваем. Не боимся, что у нас разойдется миррор, мы его всегда можем поправить ручками, потом в виде вертексов. Наша задача сейчас ровно распределить дистрибуцию квадов. В данном случае на голове. Ой, не ту сторону. Так, здесь мы чуть-чуть проходимся еще.
Ладно, я думаю, для демонстрационных целей этого вполне достаточно. Так, нет, недостаточно. Нам нос надо поправить еще. И сзади у нас миррор там разошелся. Не только разошелся, но и вообще куда-то съехал. И мы его вот так зациклим. Вот, собственно, и все. Еще раз попрошу поставить лайк и подписаться тех, кому интересна подобная тематика. И обязательно пиши комментарии, расскажи мне, что ты думаешь по этому поводу. Может, у тебя есть своя методика ретопологии. Обязательно укажи мне на мои ошибки или задавай вопросы. Я обязательно отвечу на них со своей колокольни. Ну, насколько моих знаний хватает. Ну, а ты был на канале Blender Просто, и с тобой был Михаил. До скорых встреч. Пока.